Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию вот такого красивого букетика, который превращается в красивую куклу. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 34. В этом ряду тоже будет смена пряжи. От бежевого перейдем к зеленому по такому же принципу, как и в предыдущих рядах, там где у нас была смена цвета. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 35. Первый столбик без накида вяжем в ножку соединительной петли. Остальные столбики без накида, 17 штук, вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. 36 и 37 ряды. Вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 38. В этом ряду будем вязывать ручки и сделаем последнюю смену цвета пряжи. Но здесь делаем мы уже как обычно. То есть вяжем зеленым цветом цвет топика 1 столбик без накида. Далее вяжем второй столбик без накида, не довязываем его до конца. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета и довяжем этот столбик. Провязали. Далее берем ручку, смотрим, где у нас лицевая сторона, где. Так, это у нас будет, вот мы идем на заднюю сторону куклы, значит ручку прикладываем вот таким вот образом. То есть вот этот вот легкий намек на большой пальчик должен смотреть на лицевую сторону игрушки. Подхватываем петлю на ручке. Подхвачу я вот таким вот образом, захвачу вот тут вот крайнюю стеночку, потому что она у меня тут так не очень хорошо выпирает. И подхвачу петлю за обе стеночки. Протяну сквозь это все рабочую нить. И провяжем ручку и туловище вместе. Провязали 1 столбик без накида, вяжем еще 2 столбика без накида. Далее по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. И да, я не сказала, как определить, где задняя сторона игрушки, а где передняя сторона игрушка. Определяем по 2 прибавкам подряд, которые мы вязали в 22 ряду. Вот они, 2 прибавочки подряд. Это задняя сторона игрушки. Итак, продолжаем наше вязание. Берем вторую ручку, прикладываем, правильно прикладываем ручку к туловищу и провязываем вместе 3 столбиками без накида вместе с туловищем. И до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 39. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания не забываем наполнять игрушку наполнителем.
Еще хочу сказать по поводу вязывания ручек. Не переживайте, если ручки вашей игрушки по этой схеме вязались неравномерно. Такое случается при вязании плюшевой пряжи. Рабочая нить, натяжение этой нити у нас может с вами отличаться. Кто-то вяжет плотнее, кто-то слабее. Поэтому в 38 ряду, если есть несоответствие с моей схемой, то вам придется рассчитать это самостоятельно. Я думаю, здесь ничего сложного нету. Просто сделайте так, чтобы расстояние между ручками было 6 петель из лицевой стороны игрушки и с задней стороны игрушки. Допустим, возможно, вам не нужно будет в 38 ряду вязать 2 столбика без накида. Возможно, вам нужно будет сразу начинать ввязывать ручку. Тогда в 38 ряду последний столбик без накида не довязываем его до конца зеленым цветом и довязываем уже до конца бежевым цветом. Делаем переход к бежевому цвету и потом уже сразу начинаем ввязывать ручку. И так далее, и тому подобное. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд 40. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 41. Этот ряд мы вяжем без изменения. 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 42. В этом ряду вяжем 9 прибавок подряд. И итоговое количество петель должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 43. В этом ряду вяжем 18 прибавок подряд. Итоговое количество петель должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 44 ряда по 51 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 52. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 53. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем 1 убавку. И повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним голову игрушки наполнителем. Как наполнить голову игрушки так, чтобы она была устойчивой, я подробно рассказываю и показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. И если даже после этого вы будете сомневаться в устойчивости головы игрушки, то тогда в шею можно будет вставить связку плюшевых палочек, как мы это делали в мастер-классе «Чебурашка». И фиксируем глазки между 48 и 49 рядами на расстоянии друг от друга 6 столбиков. Шестой столбик спрятался под глазиком. Далее продолжаем наше вязание. Следующий ряд 54. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 1 убавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 55. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка.
Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания наполняем голову игрушки наполнителем. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 56, этот ряд последний. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стянем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Далее вышьем носик между 47 и 48 рядами, захватывая. У этой куколки у меня получится, вот чтобы ровно посерединке, мне нужно будет захватить 2 столбика. На первой куколке мне достаточно было одного столбика. Как-то у меня на той куколке, на первой, один столбик находился ровно посерединочке. А здесь ровно посередине у меня получается 2 столбика. Постараюсь их захватить и туго стянуть, чтобы носик получился маленький, аккуратненький. Итак, берем швейную иглу с большим ушком, небольшой кусочек плюшевой пряжи бежевого цвета и выводим так, чтобы обхватить 2 столбика посередине или же один столбик. И сделаем несколько стежков на этих столбиках, и немного и немало, так чтобы он стал заметный носик, но не слишком такой большой, слишком курносым делать не надо. Еще один стежок сделаю и достаточно. Выводим иглу ниже другого глаза, лишнее отрезаем, с хвостиков пряжи плюш снимаем, расслаиваем эти хвостики на равные части и фиксируем на задней стеночке любой подходящей петли. И далее прячем эти хвостики в голову игрушки. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми, я тоже подробно рассказываю и показываю в вязальном видео шпаргалочки. Далее вышьем реснички и брови. Берем швейную иглу с большим ушком, не плюшевую пряжу черного цвета и заведем иглу вот в этом месте. Далее, как говорится, следите за моими руками. Далее вышьем ротик, берем также швейную иглу с большим ушком, не плюшевую пряжу красного цвета на этот раз, и заводим иглу где-то вот тут вот сбоку. Выведем на ряд ниже от носика и в сторону на один столбик. Вот так вот. Далее спустимся на один ряд ниже и под носиком, вот он, вот тут вот перегородочку между рядами, подхватываем с внутренней стороны и проводим рабочую нить. Далее, что мы делаем? Далее мы вернемся сюда, но сделаем это вот такими вот обхватами, вот этой вот ниточкой. Несколько раз обхватим, чтобы более четко было видно ротик. Все выровняли и возвращаем иглу туда, куда заводили. Далее берем пряжу для волос и нарезаем равными полосочками длиной 35 сантиметров.
прическа у куклы получится пышной и каскадной. Это у меня малая часть, я еще донарежу этих полосочек. И проверьте концы каждой прядки. Если она сыпется или же распускается, то такие концы желательно обработать слегка огнем. Но делайте это осторожно при работе с огнем, потому что пряжа может легко воспламениться. Если это будут делать совсем юные волшебницы крючка, то обязательно обратитесь за помощью ко взрослым, потому что это может быть опасно. Итак, я уже несколько прядок зафиксировала на голове игрушки. Берем одну прядку, складываем ее вдвое и подхватываем столбик на голове игрушки, протягиваем, вот такую вот петелечку делаем, протягиваем сквозь петлю хвостики прядки и все хорошенечко затягиваем. По какому принципу я фиксирую волосы на голове игрушки, я показываю в моих предыдущих мастер-классах по вязанию других кукол. Все ссылочки на эти мастер-классы я оставлю в описании под этим видео. Правда, при фиксации этой пряжи будет немножко отличие в том, что здесь я ее фиксирую реже. Буду фиксировать реже не вот этих вот начальных границах, а когда уже отмечу все себе границы, и вот эту вот часть я уже буду заполнять каждую прядку на расстоянии друг от друга по 2 столбика, так как она достаточно ворсистая, пушистая, вот, и ее можно будет на большем расстоянии фиксировать, нежели менее пушистую. Менее пушистую фиксировать либо на расстоянии друг от друга прядки 1 столбик, либо же вообще за каждый столбик. Но за каждый столбик это будет слишком густая, пышная будет прическа у игрушки и слишком тяжелая. Итак, для начала фиксируем, определяем для себя границу волос. Вот так вот по кругу каждую прядочку зафиксировали. И будет видно, какую часть нужно будет всю заполнить прядками. Вот эту вот границу по кругу, здесь прядки можно фиксировать либо же за каждый столбик, либо же через столбик. А вот в этой уже части, как я уже говорила, на расстоянии друг от друга по 2 столбика. И с полноценной причесочкой эта куколка появится перед вами уже в 4-й части. В 4-й части мы начнем вязать букетный наряд для нашей красавицы. Так что, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю часть видео мастер-класса «Кукла-букетик». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!